Давайте дадим определение АЦП. АЦП или аналого-цифровой преобразователь – это система, которая преобразует аналоговый сигнал на своем входе в цифровой код на выходе. Рассмотрим, как он обозначается на схемах. Он обозначается вот так, немного неровно, но это АЦП или по-английски ADC. Слева обычно рисуют аналоговый вход V-in. Справа рисуют либо вот такую одну линию и перечеркивают его и пишут число, которое означает разрядность АЦП. Или разрядность выхода. Это обычно D, Digital, Out. Ну или иногда рисуют вот такие черточки. Тоже по числу разрядности АЦП. Также обычно рисуют вот такой вход в референсное. Собственно, это то напряжение, относительно которого будет измеряться входное напряжение и относительно которого будет выдаваться цифровой код. На выходе АЦП цифровой код. Как мы помним с прошлого занятия, под цифровым кодом мы обычно понимаем двоичный цифровой код, который имеет некоторую разрядность. Разрядность показывает, сколько дискретных уровней сигнала может различать АЦП. Давайте попробуем представить себе АЦП самой маленькой разрядности – 1. Это значит, что наш АЦП может различить только 2 уровня сигнала. То есть нам нужно, чтобы отношение сигнала на входе к опорному сигналу выражалось однобитным числом – единицей или нулем, да или нет, больше или меньше. Таким простейшим АЦП является компаратор. Если коротко, то компаратор – это устройство, которое имеет 2 аналоговых входа. Первый положительный, второй отрицательный. Если напряжение на первом входе больше, чем на втором, то на цифровом выходе будет единица. Если же напряжение на втором входе будет больше или равно напряжению на первом входе, то будет 0. Он обозначается вот так вот. Пока сложно представить себе компаратор в виде АЦП. Но если мы добавим делитель напряжения, как мы помним, делитель напряжения – это 2 сопротивления к Земле. Делить мы будем опорное напряжение ВРФ. И среднюю точку подсоединим ко второму входу. Отлично. А первый вход подсоединим к V-in, то есть измеряемому напряжению. Что тогда получается? Что на второй вход будет подаваться половина опорного напряжения. Получается, что когда входное напряжение будет меньше половины опорного напряжения, на выходе будет 0, а когда больше половины опорного напряжения, то единица. Чем это не АЦП? Так и напишем. АЦП. А здесь напишем единичку. Для ясности нарисуем график. Входное напряжение от времени. Обозначим линии ВРФ и половину ВРФ. И покажем, как будет вести себя входное напряжение. Пусть оно ведет себя как-нибудь вот так. Отлично. И нарисуем, как будет себя вести в этом случае D. Оп. У него есть 2 значения 0 и 1. Соответственно, когда входной сигнал меньше ВРФ пополам, у нас значение 0. Как только сигнал превышает ВРФ пополам, D становится единицей. И как только он возвращается в область меньше ВРФ пополам, 5 становится 0. Здесь стоит отметить важное свойство АЦП. Мы не получили точное значение аналогового сигнала. Мы лишь поняли, в какой области между Землей и опорным напряжением лежит сигнал. То есть, либо он лежит в области ВРФ меньше ВРФ пополам, либо в области больше ВРФ пополам. То есть мы измерили сигнал с погрешностью, и эта погрешность пропорциональна разрядности АЦП. Также величина погрешности связана с разрешением. Пока запомним, о всех характеристиках АЦП мы поговорим чуть позже.
Отлично, мы поняли, как работает простейшее АЦП. Что можно измерять таким однобитным АЦП? Какие-то простые события. Например, если подключить датчик освещенности, то можно понять, когда нужно включить освещение дорог на улице. Это стало возможно благодаря компаратору. Вообще, компаратор – важнейший элемент АЦП. Хотя бы один компаратор есть в каждом виде АЦП. И один такой компаратор есть и на нашей плате в области комп. Пора повышать разрядность наших измерений. Как и в случае с ЦАП, самый логичный шаг, который можем сделать далее, это поставить много компараторов, подвести на их отрицательный вход постепенно возрастающее по напряжению значение и посмотреть на последний компаратор, который выдал на выход единицу. Такой АЦП называют параллельным или флеш-АЦП. Давайте взглянем на схему. Это трехбитный параллельный АЦП. Для разрядности 3 необходимо уметь различать 8 уровней сигнала, а значит нам понадобится 7 компараторов. На каждый положительный вход подадим входное напряжение. Но как подать на отрицательный вход 7 разных напряжений? В этом случае воспользуемся уже знакомой схемой делителя Кельвина. Давайте рассчитаем, какое напряжение будет, например, в точке C7. У нас два плеча, 1,5 R и вот здесь 6,5 R. Соответственно, вместе это 8 R. Это плечо 6,5 R. Значит, в этой точке будет 6,5 восьмых VRF. Не 7 восьмых, поскольку, как мы помним, компаратор работает со строгим равенством. И чтобы в точке, когда VIN равно 7 восьмых VRF, необходимо, чтобы этот компаратор точно срабатывал. Та же самая схема проделается вместе для других компараторов. И у нас получается, что этот компаратор реагирует на входное напряжение больше 0,5 восьмых VRF, этот больше 1,5 восьмых VRF и так далее. Выходы этих компараторов подаются на приоритетный дешифратор. Что такое приоритетный дешифратор? Приоритетный дешифратор работает так же, да, то есть у него вот в эту сторону происходит преобразование. Но в отличие от обычного дешифратора, он преобразует не все единицы, все входы, а только старшую единицу. То есть, например, если мы возьмем вот последнюю строчку, и единицы будут во всех разрядах, то дешифратор преобразует только последнюю единицу. То же самое здесь. Если единицы будут во всех младших разрядах, то он отработает так, как будто единица была только в старшем разряде и так далее. Получается, что если в этой схеме напряжение, например, будет половине диапазона, то есть 1/2 VRF, у нас сработает тот компаратор, на котором напряжение 3,5 VRF, и сработают все ниже. Это получается, что сработает нулевой, 1, 2, 3 и 4. Соответственно, если мы посмотрим, если здесь все единицы, 4, это будет 1,00, что соответствует значению 4 для трехбитного АЦП. Это как раз середина диапазона, 1/2 VRF. Такой вид АЦП называется флеш-АЦП, поскольку он работает очень быстро. Время измерения ограничивается временем работы самого медленного компаратора. Но за это приходится платить. Чтобы получить АЦП хотя бы разрядностью 8, нам понадобится 256 компараторов и резисторов. И их точность должна быть 0,4%. Почему именно так, мы разобрались в занятии по ЦАП. Как же тогда измерять сигнал с большей точностью? Для этого нам понадобится последовательная схема АЦП, о которых мы поговорим в следующем видео.